Всем привет, меня зовут Арина, и в этом видео я сделаю обзор на скетчбук с пленарными зарисовками. И давайте начинать. Такой вот скетчбук, он очень красивый, и он куплен в Италии, в музее, где как раз-таки находился автопортрет Рафаэля, и мне он безумно понравился. Такой вот набросок, кстати. Он перенесен в диджитал формат и так и не закончен. Мне кажется, я сделала его года 2 назад. Если вам хотелось бы, чтобы я все-таки его завершила, напишите в комментариях. Для меня это будет таким стимулом. Моя любимая цветовая гамма — красный, черный и серый. И с другой стороны есть надпись: кадры студенческой работы, история рекламы в Санкт-Петербурге. Я это видео снимала еще на первом курсе, и тогда как раз-таки на Невском проспекте, именно там находится этот фрагмент. Возможно, кто живет в Петербурге, узнал. Так вот, я как раз-таки там снимала эти кадры. Такой вот путик там. И здесь тоже написано Невский проспект, история рекламы в Санкт-Петербурге. Это все тоже видео. Это был фестиваль книжной аллеи. Я там ничего не купила, финансовая грамотность, но желание присутствовало. И здесь я использовала такой блестящий, переливающийся серый маркер. Я даже не помню, где я его покупала. Вот он у меня был в количестве 1 штука. Эта 1 штука уже высохла. И все, больше я нигде не могу его найти. Это очень красивый дворик в Петербурге, но я забыла адрес. Но он постоянно во всех подборках. Вот адрес. Я стою, вспоминаю, он буквально написан, так что вот, смотрите. Это вид из окна Санкт-Петербургского государственного университета, где учится моя подружка. Как раз-таки факультет социологии, и у этого корпуса безумно красивый парк. Готическая капелла, парк Александрия в Петергофе. Кстати, эту готическую капеллу вы могли видеть в одном из видео. Читательский дневник художницы. Я прикреплю ссылочку вот где-то справа, сверху. Там безумная красота, которую мы отсняли специально для такого вот творческого проекта. Это, наверное, мне кажется, канал Грибоедова. О, да. В целом, если я спустя время узнаю места в Петербурге по своим наброскам, значит, немного похоже получилось. Это какой-то тоже дворик в Петербурге. Случайно мимо проходила. Но вот он был классный набросок, пока я не стала добавлять цвет. Точнее, с цветом-то было еще плюс-минус нормально, но немножко вот перебор случился, какой-то вот он вырвиглазный. Этот рисунок, тоже Невский проспект. Дом городских учреждений, Санкт-Петербург. Вот. Это дачная зарисовка одним маркером. Это тоже я просто гуляла по деревне и зарисовала чей-то домик. Это тоже кусочек дачи. Это снова Санкт-Петербург. Мне, кстати, нравится, как сделана такая штриховка. То есть я не просто заполняла пространство, но оставляла такие маленькие пробелы. И здесь тоже. Вот. До этого я так не делала, но выглядит интересно. Именно вот для деревьев мне нравится, как это выполнено.
Но, кстати, в Екатерининском парке я не была. Это просто мне подружка скинула очень красивую фотографию, и я решила зарисовать ее. Это тоже Екатерининский парк. Вот здесь снова мне нравится красный фон, мне нравится, забыла, как называется, роза, наверное, готическая. Но вот это было зря. Но я тогда вроде бы попробовала одним маркером, мне не понравилось, я решила другим. Ну, в общем, к сожалению, когда ты рисуешь традиционными материалами, у тебя нет этой прекрасной возможности, как в диджитале, нажать вот так 2 пальцами и отменить действие. Это тоже пленэр, уже в моем родном городе. На самом деле, у меня есть этот же кусочек, который я зарисовывала годами ранее, и там, мне кажется, получилось лучше. Здесь просто как-то вот не совсем то. Это Выборг, и здесь уже появляется другой оттенок маркера, такой серо-зеленый, но с красным. Это тоже Выборг. Нарисовано все одной линией. Это, кстати, очень полезно. Это неудачный набросок, потому что здесь поехала перспектива. Но, кстати, вот если так закрыть, вот этот домик еще выглядит интересно. Ой, кстати, мне сейчас в голову пришла идея, может быть, вырезать вот этот домик вот так вот. Потому что это-то в целом выглядит неплохо. Просто, чтобы вот меня это не бесило. Вот это изображение плохое, может быть, действительно наклеить и, ну, тут перспективу подправить. Потому что здесь он кривой, понятно, там по перспективе и так далее, но это как будто бы выглядит даже прикольно. А вот здесь уже вопросики появляются. Это снова Выборг, и здесь можно заметить, что маркер находился на последнем издыхании. Но с красным мне тоже нравится сочетание. Это тоже Выборг. Это недоделанный набросок, хотя мне кажется, что в целом-то его можно было довести, но я, видимо, стала рисовать, и мне показалось снова, что как-то плохо получилось, и я бросила. И, ну, из-за того, что в моменте ты чувствуешь усталость, недовольство собственной работой, тебе кажется, что все плохо. Хотя потом, спустя время смотришь и думаешь, ну, вообще можно было доделать. Кстати, одну из работ я вырезала и оформила вот в таком виде. И я думаю над тем, чтобы, возможно, и другие работы оформить на белом фоне или, может быть, на другом. Но не знаю пока что. Мне нравится и как это выглядит в виде блокнота, поэтому напишите мне, как вы думаете, что лучше, оставить в скетчбуке или же сделать прям такие полноценные работы. Вот. И, возможно, даже кто-то захочет в таком формате их приобрести. Почему нет? На этом видео подходит к концу. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. И у меня есть телеграм-канал. Там можно найти больше процесса, каких-то моих размышлений. Поэтому можете подписаться, мне будет очень приятно. И спасибо большое за просмотр. До встречи в следующих видео.